Здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. Сегодня свяжем шапку на основе полосы узором, связанным спицами. Узор называется жемчужный жгут. Можно и связать плечевые изделия, ну и многое-многое другое, на что хватит фантазии. Вот я уже начала вязать полосу. Вот в расправленном виде ширина полосы 14 сантиметров. Узор очень красивый и очень-очень простой. Видео могло получиться гораздо короче, но я все-таки объяснила каждый ряд, чтобы вы не запутались. Итак, повязку вывязывала на 32 петлях, набирала 30 плюс 2 кромочные. И начинаем вязать первый ряд. Можете до этого связать подготовительный ряд изнаночный, и потом уже приступать к первому ряду. Итак, первый ряд. Кромочную снимаю, не провязывая. 3 изнаночные петли. Вторая, третья. Провязали 3 изнаночные. Лицевая петля. Провязали. 2 изнаночные петли. Первая, вторая. Провязали. Лицевая петля. 3 изнаночные петли. Первая, вторая, третья. Лицевая петля. 2 изнаночные петли. Лицевая петля. Провязали. 2 изнаночные петли. Провязали. Лицевая петля. 2 изнаночные. Первая, вторая изнаночная петля. Лицевая петля. Провязали. 3 изнаночные петли. 2, 3. Провязали. Лицевая петля. 2 изнаночные. Провязали. Лицевая. И 3 изнаночные петли. 2, 3. Провязали 3 изнаночные петли. У нас осталась одна петля кромочная, ее провяжем изнаночной. Вот у нас готов первый ряд. Все нечетные ряды, кроме 7-го, вяжем одинаково. Переходим ко второму ряду. Итак, второй изнаночный ряд. Кромочную снимаем, не провязывая. 3 лицевые петли. 2, 3. Провязали. 4 изнаночные. Первая, вторая изнаночная, третья, четвертая изнаночная. Провязали. 3 лицевые. Провязали. 4 изнаночные. 2, 3, 4 изнаночные. Провязали. 2 лицевые. 1, вторая. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Провязали. 3 лицевые. 1, 2, 3. Провязали. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Провязали 4 изнаночные. 3 лицевые. 2, 3. И последнюю кромочную провяжем изнаночной. У нас готов второй ряд. Все четные ряды в этом узоре вяжем одинаково.
Переходим к третьему ряду. Его вяжем точно так же, как первый ряд. И все нечетные ряды, кроме 7-го ряда, вяжем одинаково в этом узоре. Первую сняли, далее 3 изнаночные петли, лицевая, 2 изнаночные, лицевая петля, 3 изнаночные петли, провязали, лицевая петля, 2 изнаночные, первая, вторая, лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, 2, 3, лицевая, 2 изнаночные петли, провязали, лицевая петля, 3 изнаночные петли, вторая, третья петля, и последнюю кромочную провяжу изнаночной. Третий ряд готов. Переходим к 4-му ряду. Все четные ряды в этом узоре вяжутся одинаково. Первую снимаю, не провязывая, 3 лицевые, провязали, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4, 3 лицевые, вторая, третья, провязали, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4, провязали, 2 лицевые петли, провязали, 4 изнаночные петли, провязали, 3 лицевые, 2, 3, 4 изнаночные, вторая, третья и четвертая, также их провяжем изнаночными, 3 лицевые, первая, вторая, третья, и последнюю провяжем изнаночной. Закончили вязать ряд, переходим к следующему ряду. Итак, начинаем 5-й ряд. Все нечетные ряды, кроме 7-го, вяжем одинаково. Кромочную сняли, не провязывая, 3 изнаночные петли, лицевая, 2 изнаночные, провязали, лицевая петля, 3 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные, провязали, лицевая, 2 изнаночные, провязали, лицевая, 3 изнаночные петли, провязали, лицевая, 2 изнаночные, первая изнаночная, вторая изнаночная, провязали, лицевая, 3 изнаночные и последнюю петлю провяжем изнаночной.
Вот такой узор у нас уже получается. Переходим к 6-му ряду. Все четные ряды в этом узоре вяжем одинаково. 6-й ряд. Первую петлю снимаем, не провязывая. 3 лицевые петли, 2, 3, провязали, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 3 лицевые, 2, 3, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 2 лицевые, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, 3 лицевые, 1, 2, 3, провязали, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, провязали, 3 лицевые петли и закончим ряд изнаночной петлей. И переходим к 7-му ряду. Вот этот ряд у нас, он отличается от лицевых рядов, которые мы вяжем одинаково. Здесь нам понадобится дополнительная спица. Переходим к 7-му ряду. Сейчас покажу, как этот ряд сделать. Вот он единственный отличается. Первую петлю снимаем, не провязывая. 3 изнаночные, 1, 2, 3, провязали, лицевая, 2 изнаночные, лицевая петля, 3 изнаночные петли, 2, 3, провязали, дошли до косы. Здесь нам надо перекрещивать петли. Снимаем на дополнительную спицу 6 петель и оставляем эти петли перед работой. Оставили петли перед работой, и теперь с основной спицы провязываем лицевая петля, лицевая, провязали, 2 изнаночные, первая изнаночная петля, вторая изнаночная, провязали, и лицевая. Мы провязали лицевую, 2 изнаночные и лицевую петлю. Теперь берем вспомогательную спицу, переносим 2 петли на основную, переносим 2 петли на основную спицу, 4 петли оставляем пока перед работой на дополнительной спице. Теперь с основной спицы провяжем снятые петли изнаночными. Первая изнаночная петля и вторая изнаночная петля. Провязали, и теперь останется провязать петли с дополнительной спицы. Будем провязывать следующим образом: лицевая, 2 изнаночных, и лицевая петля. Мы перекрестили петли. Далее продолжаем ряд уже без дополнительной спицы. 3 изнаночные, лицевая петля,
2 изнаночные, провязали лицевая и 3 изнаночные петли. Последнюю петлю провяжу изнаночной. Ряд закончен, переходим к следующему ряду. Переходим к 8 ряду. Все четные ряды в этом узоре вяжем одинаково. Первую петлю снимаем, 3 лицевые, 2, 3, 4 изнаночные петли, 3 лицевые, 1, 2, 3, провязали, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, провязали, 2 лицевые, провязали, 4 изнаночные, первая, вторая, третья, четвертая изнаночная, 3 лицевые, 1, 2, 3, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, у нас осталась последняя кромочная, ее провяжем изнаночной и переходим к 9 ряду. Все нечетные ряды, кроме 7, вяжем одинаково. Итак, 10 ряд. Первую петлю снимаем, не провязывая, 3 изнаночные петли, 2, 3, лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая петля, 3 изнаночные, 2, 3, провязали, лицевая, 2 изнаночные, лицевая петля, провязали, 2 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные, провязали, лицевая петля, 3 изнаночные петли, провязали, лицевая, 2 изнаночные петли, лицевая петля и 3 изнаночные петли, 2, 3. У нас остается последняя кромочная, ее провяжем изнаночной. Можно переходить к следующему ряду. Напомню, все четные ряды в этом узоре вяжутся одинаково. Первую петлю снимаем, не провязывая, 3 лицевые, 4 изнаночные петли, 3 лицевые, 2, 3, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4, провязали, 2 лицевые, 4 изнаночные, 2, 3, 4, провязали, 3 лицевые, провязали, 3 лицевые петли, 2, 3,
И последнюю провяжем изнаночной. Готов 10 ряд, переходим к 11 ряду. 11 ряд вяжем как все нечетные ряды в этом узоре. Все нечетные ряды здесь похожи, отличается только 7 ряд. Итак, снимаем петлю не провязанной, 3 изнаночные петли, лицевая петля, 2 изнаночные, 1, 2, лицевая, 3 изнаночные, 2, 3, лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая петля, 2 изнаночные, лицевая, 2 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные, 2, 3, лицевая, 2 изнаночные, лицевая петля, 3 изнаночные и последнюю кромочную провяжем изнаночной. Готов 11 ряд. Теперь переходим к 12 ряду. Он вяжется точно так же, как все четные ряды в этом узоре. Первую петлю снимаем, не провязывая. 3 лицевые петли, 2, 3, 4 изнаночные петли, 1, 2, 3, 4, провязали, 3 лицевые, провязали, далее 4 изнаночные, провязали, 2 лицевые, 4 изнаночные петли, 2, 3, 4, четыре изнаночные, первая, вторая, третья и четвертая. Провязали. Теперь 3 лицевые петли, последнюю кромочную петлю провяжем изнаночной. Теперь узор будем повторять с 1 по 12 ряд. Свяжу полосу равную обхвату головы и сошью по заднему шву. Теперь донышко шапки. В скользящую петлю провяжем 10 столбиков с накидом. Для этого я сейчас делаю 3 воздушные петли подъема. Они заменят нам первый столбик с накидом. И далее в это же кольцо провяжу еще 9 столбиков с накидом. Всего в эту скользящую петлю, напомню, мы провяжем 10 столбиков с накидом, считая петли подъема. Провязали 10 столбиков. Теперь стягиваю нить и закончу ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. И можем переходить к следующему ряду. Для этого сделаем 3 воздушные петли подъема.
В этом ряду в каждый столбик предыдущего ряда будем провязывать по 2 столбика с накидом. То есть всего в этом круге у нас будет 20 столбиков с накидом, потому что в каждый столбик предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика с накидом. Закончим ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Третий ряд. Провяжу 3 воздушные петли подъема, они заменят нам в этом ряду обычный столбик с накидом. Далее накид на крючок, и в это же основание провяжу столбик лицевой рельефный. Провязали. Накид на крючок. За следующий столбик предыдущего ряда провяжем лицевой рельефный столбик. Провязали. Накид на крючок и провяжем обычный столбик с накидом в следующий столбик с накидом предыдущего ряда. Накид на крючок. За это же основание провяжем лицевой рельефный столбик. То есть повторяем, чередуем. Накид на крючок. За следующий столбик лицевой рельефный. Провязали, и так будем повторять. 2 лицевых рельефных, обычный, 2 лицевых рельефных, обычный. В следующих рядах мы эти лицевые будем провязывать без изменений, а петли будем прибавлять, столбики будем прибавлять между лицевыми рельефными столбиками. Так будем чередовать до конца ряда. И закончим ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Четвертый ряд. Здесь мы будем лицевые рельефные, которые провязывали в предыдущем ряду, провязывать лицевыми рельефными. Сделали 3 воздушные петли. И в это же основание провяжу еще один обычный столбик с накидом. Мы прибавили столбик. Далее следует 2 лицевых рельефных. Их я провязываю без изменений лицевыми рельефными столбиками. И так будем вязать на протяжении всего вязания. А прибавлять будем обычные столбики с накидом в секторах между лицевыми рельефными. Так будем чередовать до конца ряда. То есть обычные рельефные будем провязывать лицевыми рельефными, а из обычного столбика предыдущего ряда будем провязывать 2 столбика обычных, и тем самым будем прибавлять. Закончим ряд соединительным столбиком в третью петлю подъема. Следующий ряд. Провязала 3 воздушные петли подъема, продолжаю прибавки. Из первого столбика обычного предыдущего ряда вывязываю 2 столбика обычных. Далее столбик с накидом обычный из следующего столбика предыдущего ряда. Мы прибавили. Теперь у нас между
двумя лицевыми находятся 3 обычных столбика. Лицевые рельефные предыдущего ряда провязываю лицевыми рельефными. Причем прибавки мы будем делать так. В этом ряду мы прибавляем в начале сектора, а в следующем ряду мы уже прибавим в последнем столбике сектора, для того, чтобы не было перекоса. То есть повторю, что здесь мы лицевые провязываем лицевыми рельефными, а из обычного столбика будем из первого столбика вывязывать 2 обычных столбика. Далее провяжем обычный столбик с накидом. И здесь у нас уже между лицевыми рельефными находятся 3 обычных столбика. То есть мы прибавляем постепенно столбики. Так будем вязать до конца ряда. Закончим ряд соединительным столбиком в 3-ю петлю подъема. Полосу сшивала обычными столбиками без накида. И покажу, как я пришивала дно. Дно у меня получилось 16 сантиметров. То есть между лицевыми рельефными у меня получилось по 5 столбиков. Вы смотрите, может быть, вам придется для взрослой шапки провязать еще один ряд. Потому что здесь у манекена 50 сантиметров обхват. Что я сделала? Я приложила дно. Не пришивать, а вот провязывать буду с лицевой стороны. Поэтому изнанка к изнанке приложила. Сколола маркерами для того, чтобы зафиксировать, чтобы полотно не двигалось. И буду соединять детали и сразу же делать обвязку, получается. Обвязка у нас будет вот такой красивый зубчатый край. Сейчас покажу, как делаю. Прихватываю первую деталь за обе стенки и вторую деталь за обе стенки. Ввожу крючок, вытаскиваю петлю, рабочую нить оборачиваю за эти 2 петли и провяжу их вместе. И далее все точно так же. Ввожу крючок. Вот первую деталь за 2 стенки, вторую за 2 стенки. Ввожу крючок, вытаскиваю петлю, оборачиваю эти 2 петли рабочей нитью и провяжу эти 2 петли вместе. И так будем делать до конца. И получим красивый зубчатый край. И так вяжем до конца ряда. Низ изделия сначала хотела вообще не трогать. Там полотно немножко закручивалось. В принципе, и так смотрелось очень красиво. Но потом сделала точно такую же зубчатую обвязку. Крючок вводила возле самой полосы узора. То есть закрученный край у меня этот остался. И сделала обвязку прямо по нему. Вот такая шапка на основе полосы жемчужным узором получилась у меня. Творческого вдохновения и вам. До новых рукодельных встреч!